Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня покажу, как работают иголки. Значит, у человека травма вот здесь, вот в этом месте есть боль сейчас, да? Сейчас мы посмотрим, как это изменится, когда мы поставим иголку. Работаю я по точкам Аши. Аши это по-китайски ай больно. Вот я ищу болезненную точку. Есть? Так. Больно? Теперь смотрим там, проверяем, что изменилось. Ну, прям вообще почти ушло все. Сколько процентов ушло? Ну, если от 100 брать, то процентов 80, наверное, ушло. 80 ушло, да, остается еще чуть-чуть. Где остается? Переместилось или что? Да нет, а вот сейчас вот вообще нет. Сейчас вообще нет. Вот здесь чуть-чуть. Видишь? Так, чуть ниже, да? Ну вот мы расширяем проекцию и смотрим. Ну-ка. Ну да, вот здесь чуть-чуть. Ну, хотя- Еще чуть-чуть, да? Где? Сейчас. Да нет, ну уже все ушло. Вот здесь чуть-чуть. Вот здесь чуть-чуть, все понял. И мы расширяем чуть-чуть проекцию. Ну-ка. Сейчас. Угу. Что не видно. Ушло? Да. Вот так вот просто это делается. Пока делать нечего, я решил рассказать и показать кое-что, пока иглы стоят. Кстати, их надо периодически подкручивать, чтобы эффект был сильней. Вот. Значит, у нас возник разговор, почему мануалка помогает временно. Да, у человека есть уже такой опыт, что лечился мануальной терапией, помогает, но, к сожалению, ненадолго. Значит, смотрите, что делает мануалка. Вот есть позвоночник, и вот здесь желтые, это корешки. И вот когда корешок зажатый, да, вот начинается боль. И мануальщик, он его раздвигает. Особенно вот ударная техника есть. Между позвонков ставится либо боек, либо палец вот так. И когда ударяют, видите, что происходит? Происходит раздвижение позвонков. Освобождается корешок. Но вот такие вот методы, они очень хороши, так же как вот иголки, чтобы снять болевое ощущение. Я люблю больше иголки, потому что они не травматичны, не опасны. Вот. Ну, во всяком случае, гораздо легче, чем ударная техника. А боль снимает ничуть не хуже. Но чтобы решить вопрос окончательно навсегда, надо исправить осанку. Допустим, у человека есть наклон таза вперед. К чему это приведет? К тому, что положение позвонков изменится. Ну да. Вот так вот сожмутся. Угу. И что произойдет? Видите, вот положение позвонков меняется, видите? Корешок зажимает. Вам его хоть и раздвинули, но он все равно просядет опять. Ну да, вернется. Да, вот это и происходит, когда, например, таз вот так вот опрокинут вперед, то вот здесь все сжато. Угу. Да еще особенно, если есть скрученный таз, то есть не только вперед, но еще одна половина вот так ушла. Тогда добавляется вот такая вот скрутка, как вот тряпку. Вот так вот. И здесь где-то зажимают корешки. Угу. Вам растянули временно. Боль ушла. Так, прошло полчаса или даже больше. Я снимаю иглы, и мы сейчас проверим, какой результат. Вот всего 3 иглы тут стояло. Так, сейчас ваткой вытру. Опа. Ничего страшного. Сосуд попал. Сейчас еще спиртом помочу. Угу. Смотрите, проверяйте. Да, боль ушла. Полностью ушла. Да? Так. Да, боль ушла полностью, да. Вообще все. А если встать, подвигаться? Получше? Да, лучше. У меня, кстати, была еще это.
боль в поясницу отдавала. Сейчас вот, причем после сидения Мгм. заметил. Поясница тоже прошла, да? Да, то есть вставал и сразу еле шел сначала, а сейчас прям вообще как бы Сразу двух зайцев как убили. новенький, да. Убили двух зайцев. Хорошо. Теперь мы займемся осанкой, потому что это все хорошо, но фундаментально это осанка.